Курочки моего производства. У меня таких несколько. Яйцо формируется именно сейчас. И меня, кстати, спрашивали, что это за порода кур. Это порода кур моего производства. В этой курочке намешаны несколько пород. Адлер серебристый и моя чубатая курочка. У меня таких несколько. И мне они тоже очень-очень нравятся. И в этом году я планировала таких еще себе вывести больше. Но вот белый петушок чубатый меня немножко подвел. Но ничего страшного, мы это сделаем с другим петушком. Это порода кур моего производства. Хотела вам показать, кто у меня еще есть в хозяйстве. Это 3 курочки Адлер серебристый. Сейчас вам их покажу. Уберу сетку, чтобы было хорошо видно. Эти 3 курочки я себе купила недавно. Несколько недель назад их купила. Вам их не показывала, потому что привезла их очень замерзшими, холодными. Покупала их в мороз, и они очень сильно замерзли. Сейчас у них уже все хорошо. Они у меня живут уже несколько недель. Наверное, 2 недельки они у меня. И уже они поправились, отошли, все хорошо у них. Самая большая проблема, что всегда хочется какую-то новую птицу. Но где держать и куда их определить с местом, это самая большая проблема. И вот меня все время это останавливало. А сейчас я решила, найду место. Это очень ценная курочка, Адлер серебристый. Это прекраснейшая несушка, мясо-яичная порода. Это очень хорошие куры. Я, кстати, с таких кур начинала. У меня были адлеры в самом-самом начале. И это просто рабочая лошадка. И самое главное, что хочу я от этих курочек. Я хочу увеличить курочку. Ну и вернемся к той проблеме, про которую я вам рассказывала. В основном это негде держать, некуда. Но когда я их увидела, я решила, что место я найду. Место я нашла. И вы сейчас можете видеть батарею, но она не работает, она выключена. Это подвал дома. Только тихо, чтобы никто не знал. Кто-то, может быть, меня не поймет, а кто держит кур, тот обязательно поймет. Когда очень хочется, ничего невозможного нет. Поселила их в подвале. Здесь очень тепло, подвал очень глубокий и очень теплый. Даже нет необходимости включать здесь зимой батарею, потому что здесь очень тепло. Ну и, естественно, освещение. Освещение я оставляю здесь лампочку экономку включенную. Поэтому тот, кто хочет, тот всегда сделает то, что хочет. В качестве подстилки у меня здесь у них солома. Под низ я постелила, так я всегда делаю, клеенку. И все хорошо. Весной все уберу, помою, ничего страшного. Зато у меня есть вот такие красивые 3 курочки Адлера серебристого. И когда меня спрашивают, что это за порода кур, белые, красивые, с чубчиком, вот они пошли от этих курочек. И на эти курочки у меня большие планы. С помощью этих курочек я укрупню себе кур.
с помощью адлера серебристого можно укрупнить своих кур-несушек. А еще если добавить сюда чубатого петушка, то это будут точно такие курочки, как у меня ходят в курятнике. Покупала я этих кур не участника, потому что знаю, что участников очень часто продаются переведенные породы, кроссы, смешанное все, что возможно. А это самый настоящий адлер серебристый, фабричный. Вот таких курочек я от вас спрятала и не показывала. Покупала их, была погода очень плохая, холодно было, ветер, и вот они очень сильно замерзли. Но все хорошо, отогрелись, откормились. Конечно, когда их продают, то немножко завышают возраст. Но я вижу, что этим курочкам где-то 3,5-4 месяца. Как раз на весну, если все будет хорошо, то мы увидим первое яйцо этих кур. И вот так вот они у меня здесь сидят. Адлер серебристый. Если очень хочется, то можно что-нибудь придумать. Клетки у меня такой большой здесь нет. Самая простая загородочка. Вокруг ящики, инкубаторы в коробках и сверху решетка. И все готово. Сверху еще одна решетка. И еще вот так кладу ткань, чтобы у них был такой вот как бы домик и место, где они могут отдохнуть. Вольер получился такой довольно большой. Они здесь могут спокойно передвигаться. Приблизительно такой величины, как и у цыплят Амераукана. Может быть, чуть-чуть шире. Пусть растут. Надеюсь, что им здесь хорошо. И чтобы получить вот такую курочку и ее укрупнить, чтобы она была крупная, я купила адлеров серебристых. И с моим чубатым петухом адлер серебристый превратится вот в такую красавицу. И это будет порода кур моего производства. А вернее, моей селекции. Даже с вот таким вот петушком цыплята будут тоже очень-очень красивые. У цыплят Амераукана, смотрите, как они выросли. Творится ужасное. Вот это все подстилку нужно менять. Обязательно. Цыплята растут.
уже превращаются в больших курочек и петушка, поэтому очень быстро пачкается этот вольер. И если раньше я могла перестилать у них через один мой приезд, то теперь уже нужно каждый приезд. Чем больше птица, тем больше она пачкает. И вот так выглядят кормушки на мой приезд. Здесь почти все съели. И уже ставлю ведро. Ведро приучаю кушать их с большой емкости. И вот так вот еще есть. Все, еда у них есть, вода есть. А вольер нужно убрать. Растут. Скоро им будет 4 месяца. Но уже они вот так вот выглядят сегодня. Все, приступаю к уборке. Хочется сидеть их рассматривать, любоваться, но на это нет времени. И сама себе думаю, буду летом на них любоваться. А потом вспоминаю свой огород огромный, где растет все, что только можно придумать. И понимаю, что летом тоже любоваться птицей некогда. Смотрела бы на них и смотрела. Какая красота. Все убираю у них, навожу порядок. Приезжаю на несколько часов и хочу все успеть. Все нужно сделать. А вот так вот выглядит вольер, когда я навела порядок. Вот это красота. Здесь я немножко насыпаю комбикорма, немножко зерносмеси на выбор. Они у меня уже с 2 месяцев приучаются к зерносмеси. Это я делаю постепенно. Вот так вот. Предлагаю и зерносмесь, и комбикорм. Вот так вот чисто и сухо должно быть у цыплят. И вот когда я собираю яйца ведрами, в первую очередь я вам говорю, что для того, чтобы это делать, нужно правильно вырастить для себя цыпленка. Яйцо закладывается, формируется именно сейчас. Вот сейчас закладывается в этих цыплятах ведро яиц. Хорошая яйценоскость кур начинается с выращивания цыпленка. Все, что делаю я сейчас, это все потом скажется на яйценоскости. Кто это вышел? Вот такой петушок уже, смотрите, красивый. Давай, заходи, заходи. И вот такая курочка Амераукана. И вы знаете, я сейчас смотрю на этого петуха Амераукана, который отсажен, и он больше, чем вот этот, который его обижал. И внешне он мне нравится больше. Ну вот посмотрим. Весной уже будем определять. Пусть еще растет, но он очень красивый петух. И эти 2 петуха очень совершенно разные. И по форме гребня,
И по расцветке, смотрите, здесь ушки белые присутствуют. И вот этот петух, скорее всего, лидировал, потому что он быстрее вырос. Гребень, смотрите, какой у него большой. А у этого петушка маленький. Но этот петушок больше. По размерам он больше, чем вот этот петух. И весной будем смотреть, кто будет жить с этой семьей курочек Амираукана.